Ну что, вчера прошла премия «Инновация». И сейчас мы в Нижнем Новгороде пойдем с вами по местам нижегородского стрит-арта. Нижний Новгород называют негласной столицей вообще российского стрит-арта. И мы встретимся с местным художником Никитой Номерзом и постараемся сделать для вас небольшой маршрут по самым интересным местам и точкам, чтобы когда вы могли приехать в Нижний Новгород, вы могли пробежаться, у вас была навигация, и вы насладились культурным стрит-артным ансамблем города. Поэтому давайте поедем на встречу с Никитой. Погнали! Улица Ильинская, 80В. Именно здесь у нас запланировано начало нашего маршрута и встреча с Никитой Номерзом. Никита стоит около режима. Ты любишь режим-то или нет, брат? Привет. Что за этом расскажешь? Рад тебя видеть. Взаимно. Выберем несколько точек, как фестивальных, так и партизанских работ. И класс. Первой локации, которые мы вот договорились здесь встретиться, это мой проект «Режим повышенной готовности», который я сделал. Как я в тему про режим сказал, оказывается. Да. Это проект был весной сделан во время вот всех этих карантинов и всех этих ситуаций, которые произошли в мире. И, конечно, они повлияли на меня, я думаю, на многих людей, в том числе людей искусства. И несмотря на то, что в этом проекте отображаются образы, взятые из, грубо говоря, новостной ленты, и смыслы, взятые из вот этой эпидемии, но на самом деле через них транслируется история про социальные проблемы, про кризис государства. И, в общем, это такой социальный проект, который отчасти новый для меня, потому что до этого я не затрагивал обычно такие темы, но сейчас мне показалось важно об этом поговорить. И все довольно, я думаю, понятно и в лоб. Ну, экономика, как сказать... Экономика должна быть экономной. Мы поняли, да, что она сейчас в упадке, и что это все повлияет. А здесь ребята в противогазах, еще в каких-то костюмах. Это омаж к нашим маскам, да? Ну, в том числе и вообще к тому, что я размышлял о кислороде и о свободе. То, что не хватает свободы, и воздух как символ свободы, так сказать. Ага. Здесь работа изоляция, образы таких заключенных. Опять же, смыслы этого слова очень много мелькали за последнее время у каждого из нас, потому что многие сидели дома в изоляции, на карантинах. Но при этом, я рассуждаю в этом проекте, что в целом у нас многие люди в стране находятся в изоляции, и вообще государство в какой-то степени в изоляции от внешнего мира. Вот здесь еще интересно то, что взросла еще одна композиция. Если рассмотреть среди кустов, можно заметить, что здесь проявляется QR-код. Вот. То есть у нас в Нижнем, как и в Москве и в Питере, выход на улицу во время вот этого карантина был тоже по QR-кодам. Да, по QR-кодам. И в один из дней, пока я здесь работал, я примерно неделю работал над проектом, я скачал этот QR-код и сюда его перенес. То есть это реально QR-код, который я сделал для того, чтобы пойти и делать эту работу. Улица Ильинка. Ильинская, 80. Улица Ильинская, 80. Ищите и начинайте работать Никиты Номерза. Слушай, эту работу я помню с прошлого года. На самом деле, да, она уже существует с 2017 года. Это фасад Андрея Оленева, это местный художник, который в свое время активно работал на улице. Сейчас он больше занимается студийными практиками, участвует в выставках, с галереями сотрудничает. А в 2017 году мы его пригласили на первый фестиваль «Место», и он сделал вот эту работу. То есть это было в рамках фестиваля, да, сделано? Это первый как раз фестиваль, который мы запустили. И вот Андрей сделает фасад. Эта работа находится по адресу Ашарская, 8. Да, очень круто. Я, во-первых, тебе хочу сказать, что те работы, которые сделаны на твоем фестивале, они остаются, да, в основном в плане города.
Что здесь изображено? Работа Андрея, на самом деле, без названия, и Андрей не любит какие-то описания, Ага, как я да, понимаю. я понял. По крайней мере, в тот год он не дал никакой комментарий, Ага. и поэтому каждый зритель и прохожий интерпретирует по-своему. Как я прочитал эту работу, она, мне кажется, посвящена, опять же, зная вообще в целом творчество Андрея, посвящена исчезновению деревянного зодчества в городе. То есть у нас много деревянных домов, архитектурных памятников, которые исчезают, разрушаются. И здесь вот этот персонаж, который на фасаде изображен, как будто пытается удержаться за последние какие-то деревянные островки, которые разрушаются через прорастание каких-то больших глыб каменных, словно как город, который разрушается, ну, деревянный город старый разрушается с появлением там, небоскребов, стеклянных торговых центров и так далее. Я вспоминаю жмурки, когда хожу по этому городу. Красота! С твоей меткостью тебе надо в олимпийскую сборную по стрельбе. Но Нижний очень контрастный. Здесь вообще вот по пути мы тут идем к одному объекту, по пути есть постеры. Вот это постеры моей сестры Лиды Бёрдли, у нее есть свой проект. И мы вместе занимаемся фестивалем места. А это наши друзья из Питера, которые тоже приехали, делают плакаты. Сестра родная? Да, да. Лёш, привет. Город бесов. Город бесов — это екатеринбургская тема, тоже приехали Тоже ребята. уличный художник. А это тоже Стрит-арт хантер. ребята. Класс. А здесь есть потайная штука, Вообще, которую ну обычно ладно. многие не замечают, потому что она миниатюрная. Блин, это и в общем-то, гениально. это микро-стрит-арт, наверное, правильно называть. Это работа Ивана Серова. Ага. Это нижегородский художник, он вообще очень многогранный, работает как в мастерской, так и на улице, создает в разных вообще стилистиках и техниках, керамикой занимается, холстами и вот такими миниатюрами. Вот. Обычно они довольно быстро исчезают, их либо вырывают и крадут себе в коллекции, либо их вандалят. Вот, но вот это довольно долго живет. Что за люди? Вот, ну, зато как бы интересно находить и понимать, что ты... И они успел. разбросаны по всему городу. Да, их И несколько. ты знаешь все точки? Ну, их быстро, я говорю, что Да, и он меняет. он создает новые, да. Да, Он создает новые. Сейчас планирует делать новые. Это вот одна из последних работ. Называется «Рогатка». Она про буллинг, потому что, ну, если сюжет посмотреть, там, парень пытается обидеть игрушку, а другой его эту игрушку защищает. А на стене висит плакат for friend для друзей. Хорошо, если вы хотите найти работу Вани Серова, как нужно это сделать? Ну, я Адрес. думаю, стоит оставить небольшую тайну для всех. Ты же говоришь много работ, давай подскажем. одна Это работа. холодный переулок, и пусть люди здесь... А, вот, это холодный переулок. Дальше сами. Он длинный, надеюсь? Километров 10 хотя бы? Ну, нет, наверное, поменьше. Ну, в общем, пусть поищет. Итак, друзья, какой еще раз? Холодный переулок. Холодный переулок. 6. На сегодня здесь жарко. Погнали дальше. Пошли. Здесь это адрес, если точно говорить, Студенческая, 19. Студенческая 19. Вот, и здесь прямо мы можем увидеть, как создается очередная работа. Вы этого уже не увидите, это видим мы. Да. Пойдемте Здесь рисует Алексей Кислов, это художник с Севастополя, очень крутой автор, который участвует в различных фестивалях по всему миру, по России. И он делает композицию, в которой собрал разные образы и символы Нижнего Новгорода, но не взял такие как бы стандартные туристические, а попробовал найти где-то малоизвестные образы или какие-то фишки городские, которые знают только нижегородцы. Ну и в том числе какие-то более понятные, начиная там от синих заборов, которые у нас были известны, печальные синие заборы, огороженные, полгорода были. Краны, которые были на стрелке, Волга, пароход. И даже вот эта бабушка, которая здесь в центре композиции, это местная бабка, которая Легендарная? сидит... Да, легендарная бабка, которая сидит на центральной улице и поет всякие песни.
Лёш, а не подскажешь нам вкратце, почему мужики держат весь Нижний Новгород? Это бурлаки. Бурлаки. Бурлаки на Волге? Да. Я тебя понял. И сразу Атлант. Концептуальненько. Переехали, я так понял, в нижнюю часть города. Да. Через здесь недалеко знаменитая Стрелка, стадион, построенный к чемпионату мира. И вот почему так? Почему сюда приехали? Мы приехали в нижнюю часть, потому что здесь в этом году большая часть вообще объектов фестиваля появилась, потому что в Нижнем уже весь центр перенасыщен стрит-артом, и нам хотелось в рамках фестиваля выходить за рамки центра города, постараться сделать наполнение новых точек в нижней части города, в районах, где пока мало стрит-арта, мало каких-то масштабных фасадов. И один из них находится рядом с ярмарочным корпусом. И Кирилл Ведерников, художник, который здесь сделал вот эту работу, Очень круто выглядит. он как бы сделал работу, которая посвящена истории ярмарки. И специально мы для него готовили разные архивные материалы, с экспертами общались, предметы быта искали на фотографиях. И здесь можно рассмотреть архитектурные разные мотивы, которые как раз были на этой территории, которые были уже сейчас утрачены, но появились вот в таком современном виде, как уличное искусство. Первый портовый переулок, дом 2, купеческие места. И ты еще сказал, что художник... Да, здесь табличка это очень сильно выбивалась. Обратите внимание, очень символично, она была синяя, выбивалась, и художник, чтобы как бы сфокусировать внимание, да, в первую очередь на работе, он, под цвет работы просто табличку аккуратненько поправил. Да. Канавинский район. Здесь адрес Карла Маркса 30 и 32. Здесь делается сразу два фасада. Сейчас мы на фоне вот одного из них. Другой прячется с этой стороны. Не очень его видно, но вообще с дороги и чуть подальше, если посмотреть, откроется сразу композиция из двух работ, из двух фасадов. Здесь работают сразу два художника совместно, притом они в разных городах, они не команда и вообще даже не были знакомы лично до приезда в Нижний Новгород и дистанционно придумывали этот проект. Здесь работает Александр Дема из Рязани и художник из Ангарска Василий ЛСТ. Вот. Каждый из них делает по несколько персонажей в своей композиции. И вот таким образом они меняются, то здесь поработают на одном фасаде, то на втором. Блин, вообще как ярко это все смотрится на самом деле. Здесь работа посвящена детству, и поскольку здесь такой район, где много детей бегают. Ну да, здесь уже такой район прям. Там детская Да, площадка, это уже чувствуется, это уже на Москву похоже здесь. Поэтому Бабушкинскую, где я вырос. Да, здесь прямо такое. В общем, ребята взяли за основу какие-то детские истории, дворовые игры, прятки, догонялки. И если посмотреть сразу на два фасада, как бы с одного фасада на другой переглядываются дети, перекрикиваются, прячутся, что-то такое, в общем. Класс. Вот как раз и дети идут. Очень, да. Очень много. Ну что, друзья, как видите, очень много стрит-арта вообще в Нижнем Новгороде. Мы, к сожалению, были очень ограничены по времени. Показали вам лишь вообще долю, я даже не знаю, каплю в море. Каплю в море, тем не менее, это определенный маршрут. Вот давай еще раз проговорим, по какому принципу ты выбрал именно этот маршрут, который мы сегодня Мы выбрали сначала несколько объектов в центре города, но центр города у нас очень насыщен, там можно бесконечно гулять. И затем мы спустились в нижнюю часть, посмотрели вот несколько объектов. Это в Канавинском районе, один на Портовом переулке 2, другие на Карла Маркса 30 и 32. Вот. Для тех, кто хочет самостоятельно погулять, не только опираясь на маршрут, который мы рассказали у вас в программе, можно воспользоваться картой. Друзья, все карты и все ссылки мы обязательно приложим в описании к
к этому ролику. Также пишите в комментариях, какая работа вам понравилась из того маршрута, который мы увидели. И пишите, может быть, кто из Нижнего Новгорода, какой-то свой маршрут и знаковые работы, ваши любимые в этом городе. Это был Никита Номерс. Спасибо тебе вам большое. за то, что делаешь. Да, я надеюсь, что до скорой встречи. Да. Мы скоро вернемся и процветание фестиваля места. Спасибо большое. Пока-пока.